Бывают моменты, когда отношения между Тэхёном и Чингуком, кажется, выходят за рамки замысла компании. Несмотря на попытки сосредоточиться на сюжете группы, некоторые спонтанные моменты между ними все же ускользают от внимания. Будь то незапланированный взгляд, жест полного единства или прямое взаимодействие, которое невозможно было вырезать, эти моменты навсегда запечатлелись в памяти фанатов. И хотя эта подборка призвана исследовать подлинные моменты, когда Тэхён и Чингук блистали за пределами установленного сюжета, важно подчеркнуть, что все это основано на моем личном мнении. У вас, вероятно, есть свое мнение, и мне было бы интересно узнать ваши выводы, чтобы понять, насколько мы с вами согласны. Что касается редактирования или принижения этих моментов, самые разборчивые фанаты ценят их как свидетельство связи, выходящие за рамки простых рабочих отношений. Самый очевидный пример, заставивший фанатов задуматься, произошел в первом сезоне шоу «In the Soup». С самого первого эпизода Чингук, казалось, принимал решения иначе, чем остальные участники группы. В то время как большинство предпочли остаться в главном доме, а Юнги выбрал фургон, Чингук решил спать в отдельной хижине. Это можно было истолковать как предпочтение уединения или просто комфорта. Однако то, что казалось случайным решением, приобрело новый смысл, когда всплыла одна деталь, которая на первый взгляд ускользнула от внимания монтажеров шоу. В одном из эпизодов была сцена, снятая снаружи хижины Чингука, где в окне было отчетливо видно отражение света. В какой-то момент свет был заслонен тенью проходящей мимо фигуры, и то, как двигалась тень, предполагало, что кто-то встает с постели и направляется к двери хижины. Но сюрприз ждал зрителей несколько мгновений спустя, когда Тэхён появился в другой сцене в точно такой же пижаме, в которой его видели несколькими днями ранее. Эта, казалось бы, незначительная деталь не ускользнула от внимания внимательных фанатов. Они быстро связали все воедино. Сцена, казалось, намекала на то, что Тэхён покинул комнату Чингука посреди ночи, то, что, по-видимому, создатели шоу пытались скрыть. Однако монтаж был не совсем точным, и этот момент попал в кадр, раскрыв больше, чем, вероятно, предполагалось. Интересно, что это не выглядело простым совпадением. Сцена произвела сильное впечатление, потому что ее почти неуклюжее сокрытие привлекло внимание к тому, что было невысказанным, но явно подразумевалось. Для поклонников Тэкука это был один из первых моментов шоу, намекающих на особую связь между ними, близость, которая выходила за рамки обычного и по какой-то причине, казалось, контролировалась или даже подвергалась цензуре в официальном контенте. Эта сцена – прекрасный пример того, как мелкие детали, даже не запланированные, могут говорить громче любого явного взаимодействия. Также в той же программе, как я описывал ранее, Тэхён и Хобби делят комнату в главном доме. Когда Тэхён наконец просыпается спустя некоторое время, Хобби видит его и предлагает встать, так как уже около полудня. Однако Тэхён все еще недоумевает, как он мог так рано проснуться, а Хобби удивляется, что на самом деле уже слишком поздно. Затем Хобби спрашивает, что делают остальные участники, и предполагает, что они, вероятно, все еще спят, потому что поздно легли спать накануне. Это подтверждается, когда они видят остальных участников все еще в своих постелях, только Джин начал свой день рано, запустив воздушного змея. Именно здесь, спустя некоторое время, Хобби присоединяется к Джину, и мы понимаем, что Тэхёну тоже наконец-то нужно встать с постели, чтобы начать день. Но когда Тэхён выходит из дома все еще в пижаме, по-видимому, с определенной целью, у компании, очевидно, не было другого выбора, кроме как показать серию видеороликов, показывающих, как он засыпает в другом месте, поскольку было бы слишком подозрительно не показать, что он делал после пробуждения, особенно после того, как они показали, что делал Хобби. Когда Тэхён входит в каюту, где находится только Чингук, он просто заходит, не постучав. Он видит Чингука спящим на кровати, а затем делает то, что, вероятно, компания хотела вырезать. Субтитры, похоже, указывают на то, что они надеялись, что Тэхён просто разбудит Чингука, а не будет делать то, что он сделал на камеру. Закрыв дверь и подойдя, Тэхён воспользовался случаем, чтобы лечь на кровать Чингука, перешагнув через него и на мгновение обняв его. Тэхён попросил его не двигаться, и Чингук, все еще полусонный, позволил ему.
Тэхён прижался грудью к спине Чингука, завернул его в свое одеяло и положил одну ногу ему на бедро, чтобы прижать его к себе. Когда Тэхён подвинул одеяло, чтобы нарушить его комфорт, он снова обнял Чингука, как большого плюшевого медведя, чтобы тот поспал. Интересно, что после того, как Тэхён устроился поудобнее и снова обнял его, казалось, что именно Чингук притянул руку Тэхёна к себе, создав более крепкие и комфортные объятия для них двоих. Хотя Тэхён на мгновение поиграл, нежно похлопав Чингука по ноге, чтобы показать свою привязанность, он оставался в таком положении довольно долго. Еще интереснее то, что Тэхён и Чингук проспали вместе следующие 2 часа. Это можно подтвердить, потому что после того, как Хобби и Джин продолжили играть с воздушным змеем, Юнги встал, принял душ, высушил волосы и случайно разбудил Чимина. Затем Джин пошел будить Намджуна, чтобы они побегали вместе, и спросил о времени. Джин подтвердил, что было около 14 часов. Это подтверждает, что когда Тэхён вышел из дома, было 12 часов, и когда Джин и Хобби начали будить остальных участников, было уже 14 часов. Это означает, что Тэкук спали вместе довольно долгое время без каких-либо помех и без того, чтобы камеры были направлены на них. Когда Хобби наконец сказал Джину, что разбудит Чингука, чтобы они все вместе поели, он пошел в домик и постучал в дверь. Открыв ее, он обнаружил Тэхёна и Чингука спящими вместе. В его тоне не было ни малейшего удивления, и он даже позволил им поспать еще 2 часа, прежде чем снова разбудить их. Когда их снова увидели, их позы изменились по сравнению с тем, как Тэхён лег в первый раз. Чингук все еще стоял на том же месте, но Тэхён, толкнув Чингука в угол, получил больше пространства. Затем Чингук встал первым, надел свитер, и Тэхён последовал за ним. Этот момент – один из самых запоминающихся и незабываемых. Хотя компания, вероятно, предпочла бы не включать его, было бы гораздо неловчее, если бы они умолчали о том, что сделал Тэхён после пробуждения, так же, как они показали то, что сделал Хобби. Таким образом, этот момент стал тем, что компания не смогла скрыть, оставив неизгладимое впечатление на многих. Похожий инцидент произошел 30 сентября 2024 года, когда компания загрузила закулисные кадры шоу «Are You Sure?». Их неспособность скрыть свои намерения была очевидна в ненужных субтитрах, когда Тэхён и Чингук вместе прибыли на остров Чиджу. Чингук дружелюбно поприветствовал камеру и в шутку спросил, не шоу ли это «Are You Sure?». Но прежде чем он успел что-либо сказать, он повернулся к Тэхёну, который ответил ему взглядом. Их поведение было застенчивым, но совсем не неловким. Улыбки, скрытые за масками, были слишком очевидны, чтобы их игнорировать. Тэхён сказал, что впервые на этом шоу и не знает, что сказать, затем усмехнулся, после чего камера слегка отключилась, как будто они забыли о ее присутствии. Странно было то, что, как это часто бывает, когда Чингук посмотрел на Тэхёна, а Тэхён посмотрел в ответ, слова не потребовались. Не говоря ни слова, Тэхён поднял палец к подбородку Чингука и нежно погладил его, создавая настолько ощутимое напряжение, что его было трудно игнорировать. Но редакторы попытались сделать этот момент неловким, добавив совершенно неуместный подзаголовок, как будто Чингук спрашивал о местонахождении Тэхёна, хотя было ясно, что они сами не могут знать, что происходит у них в голове. Вместо того, чтобы показать подлинную связь между ними, момент был искажен, чтобы соответствовать нарративу, который они пытались продать. Это не ново, поскольку они часто приписывали взаимодействиям Тэкука поверхностные образы, например, братьев, хотя их близость явно была далека от этого. То же самое произошло в 102-м эпизоде Run BTS, когда Тэкук был в одной команде с Акджином. Когда оценивали их еду, камера выбрала ракурс, заслоненный пакетом, чтобы скрыть интимные объятия Тэхёна и Чингука, хотя были доступны и другие ракурсы. Любопытно, что этот подход не применялся к объятиям других участников. И если вспомнить вечеринку по случаю выхода альбома Golden в ноябре 2023 года, отсутствие официальных документов резко контрастирует с постами участников в Instagram. Фотографии показали, насколько близки были Тэхён и Чингук, демонстрируя объятия и поцелуи, полные утешения и радости. Все это показывает, что попытки компании контролировать нарратив с помощью монтажа и субтитров никогда по-настоящему не увенчиваются успехом.
потому что в конечном итоге подлинные связи всегда выходят на первый план. Связь между Тэхёном и Чингуком настолько реальна и сильна, что, как бы ни пытались манипулировать ими, сущность того, кто они есть, невозможно стереть или игнорировать. Их отношения выходят за рамки индустрии, подтверждая, что подлинность всегда восторжествует над любой попыткой ее скрыть. Back a year ago,